20 лет назад семья Холт пропала без следа. Ни тел, ни машины, ни следов. Только 7-летний Эван, единственный выживший, был найден без сознания на пустынном участке автострады. Полиция не нашла объяснения, а сам Эван не помнил ничего. Его нашли водители, случайно проезжавшие по шоссе. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Сейчас Эвану 27 лет. Он живет один в Портленде, работает архивистом в городском историческом центре. Он не любит говорить о своем прошлом, но прошлое не оставляет его. Каждый день он засыпает с мыслями о той поездке и каждую ночь просыпается от одного и того же кошмара. Темная дорога, фары в ночи, визг шин, голос матери, что-то кричащее и тьма. Именно в годовщину исчезновения он получает странную посылку без обратного адреса. Внутри старая катушка фотопленки. Он узнает ее сразу. Его отец, Дэниел Холт, всегда носил с собой старую камеру, снимая все вокруг, особенно в поездках. Фотоаппарат исчез вместе с семьей. Эта пленка не могла появиться просто так. Кто-то хранил ее все эти годы, кто-то прислал ее сейчас. Зачем? Эван отвозит катушку в старую фотомастерскую в центре Портленда. Когда пленку проявляют, Эван забирает конверт с фотографиями и выходит в холодный утренний воздух. Его пальцы дрожат, но он аккуратно перелистывает кадры прямо на улице. Первые — беззаботные. Их фургон на обочине, его сестры Клара и Эбби дурачатся, мать улыбается. Затем смена атмосферы. Они на заправке. Дэниел заправляет машину Кэрол внутри магазина. И на заднем плане мужчина, на первый взгляд, случайный прохожий. Но он не смотрит на дорогу или товары. Он смотрит прямо на их машину. Следующий снимок — придорожная закусочная. Мать Эвана за столом. Выражение тревожное, глаза широко открыты. Еще один кадр — она поворачивается через плечо, словно заметила что-то или кого-то. И, наконец, последний кадр. Размытый, будто снят в спешке. Мужчина в темной машине, лицо неразборчиво. Он смотрит на них, наблюдает. И страх сжимает грудь Эвана. Это не просто случайные кадры. Это доказательство. Он возвращается домой. Стены квартиры словно сжимаются вокруг. Он раскладывает фотографии на столе рядом со старыми газетными вырезками, копиями полицейских отчетов. Он запомнил каждый пункт следственного дела, каждый отчет — официальная версия, авария, возможно, угон, без улик, без следов. Но теперь все меняется. Эван находит имя того, кто вел расследование, бывший детектив Майкл Келлер, теперь уже на пенсии, живущий в Сиэтле. Он едет к нему без предупреждения. Старый дом, облупленная краска, подвешенные на веранде колокольчики. Эван стучит. Келлер открывает дверь, сначала недоверчив, потом замирает, увидев фотографии. «Я знал, что ты однажды придешь», — говорит он. «Твоя мать. Она пыталась дозвониться. Мы зафиксировали вызов с ее номера, 6 секунд молчания, потом связь прервалась. Мы пытались отследить, но в лесу все теряется». Келлер показывает точку на старой карте. Он соглашается поехать туда с Эваном. Они едут по старым дорогам, заброшенным лесным тропам. Когда GPS теряет сигнал, они идут пешком. В зарослях находят ржавый металлический предмет, номерной знак. Эван сразу узнает — это их фургон. Закопан, спрятан. Поблизости старая охотничья хижина. Внутри обрывки ткани, гильзы, разорванная голубая ткань. Клара в тот день была в голубом сарафане. Сердце Эвана сжимается. Они были здесь.
Его семья была в этой хижине. Когда они возвращаются, Эван получает анонимное сообщение: «Прекрати копать». А потом еще одно: «Ты станешь следующим». Келлер не удивлен. Значит, мы на верном пути. Они начинают искать владельца внедорожника, что был на снимках. Через старые связи в полиции и архивы они находят имя — Рой Хадсон. Живет в Лос-Анджелесе, владелец строительной компании, безупречная репутация на бумаге. Но в базах ФБР следы старых дел: торговля оружием, отмывание денег, исчезновение свидетелей. Эван проверяет старую почту отца. Среди архивных писем папка «Личное». Внутри — угрозы, анонимные письма, предупреждения. Дэниел Холт собирался передать властям информацию о нелегальных транзакциях в своей компании. Он был бухгалтером с доступом к офшорам, теневым схемам, закрытым счетам. Он хотел разоблачить руководство, но его предупредили. И он решил бежать. Только это не помогло. С помощью Келлера они выходят на бывшего наемника Луиса Моралеса, когда-то связанного с Хадсоном. Тот сначала молчит, но потом, глядя на Эвана, говорит: «Твоя мать и сестры...» Их убили не сразу. Их забрали в комплекс в Монтане. Сейчас он заброшен, но тогда он был действующим центром. Это было не просто похищение. Это была ликвидация угрозы. Эван и Майкл едут туда. Старое здание среди леса. С виду пустое. Но внутри признаки. Следы борьбы, старые раскладушки, одежда и мелкая могила. Тело Кэрол Холт. Мать погибла, пытаясь сбежать. ФБР подключается к делу. Хадсона арестовывают. Его показания вскрывают сеть торговли людьми, которая охватывала несколько штатов. Он говорит: «Ваш отец был угрозой. Если бы он раскрыл все, многие влиятельные люди пошли бы ко дну». Через 2 дня Эван получает звонок. Женский голос. Это детектив Меган Уорд из полиции Торонто. «Мы работаем с ФБР. Мы нашли вашу сестру, Клару». Эван летит в Канаду. За окном самолета снежные равнины, которые он почти не замечает. Его мысли в прошлом, в лицах, которые он почти забыл, и в одном, которое надеется увидеть снова. Его сердце стучит громче турбин, когда такси подъезжает к дому в северном районе Торонто. Он выходит из машины, сжимая в руке фотографию. Дверь открывает социальный работник, молча кивает и отступает в сторону. В гостиной, повернувшись спиной, сидит женщина. В ее позе настороженность. В плечах знакомый изгиб. Он делает шаг, и сердце замирает. Их глаза встречаются, и он сразу узнает ее. Те же глаза, что у матери. Время не смогло стереть их. Она замирает, дыхание перехватывает и в следующую секунду бросается к нему, сбивая с ног. Объятия спустя 20 лет. Плечи дрожат, дыхание сбито, слезы текут по щекам обоих, но они не отпускают друг друга. Наконец, она отстраняется, трясущейся рукой касается его лица, словно не верит, что он настоящий. Он улыбается сквозь слезы. «Ты здесь», — выдыхает он. «Ты правда здесь? Где Эбби?» Клара качает головой. «Я не знаю, но мы найдем ее». Теперь он не один, и поиски не окончены. Но у него есть надежда, и есть сестра, которая тоже готова бороться. Дорогие зрители, хотите ли вы продолжение этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.